Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван. На своем канале я рассказываю о компьютерных хитростях и иногда делаю технологические обзоры. Сегодня я хочу вам рассказать о настройке ноутбука с нуля. Я больше 20 лет занимаюсь настройкой ноутбуков, работаю в компьютерной технической поддержке, множество разных компьютеров настроил, продолжаю настраивать. У меня выработался некий свой подход к настройке. Так, чтобы на компьютере были все необходимые программы, чтобы он не тормозил, хорошо работал. Конечно, набор программ у всех разный, это понятно. Но у меня сформировался некий свой подход, который я хочу вам показать, с тем, чтобы вы могли вернуться к этому ролику, когда вдруг вам попадется в руки новый компьютер, и настроить его сами. А проэкспериментируем мы сегодня на вот этом вот ноутбуке Acer, который я подарил своей дорогой подруге. И она согласилась на то, чтобы он стал подопытным кроликом для этого видео. Погнали! Итак, давайте откроем его быстренько. На самом деле я уже его открывал, поэтому просто покажем, что тут в коробке. Посмотрим, что написано на этикетке. Это Acer Aspire 5 A517-52-51DR. Такое вот сложное название. У него на борту Core i5, 8 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт SSD, встроенная видеокарта Intel Iris. Экран, что самое важное, у него экран 17 дюймов. Здесь у нас, понятное дело, блок питания имеется. Очень интересно, что небольшой блок питания для такого огромного ноутбука. Ну, тут у нас кабель питания. Понятно. Вот сам компьютер. Как я сказал, у него огромный 17-дюймовый экран, что, собственно, было основным требованием при его покупке, чтобы экран был большой. Но также я всегда советую брать процессор не ниже Core i5. Даже для офисных нужд все равно нужно иметь некий запас. Смотрите, такой прекрасный компьютер огромный. Еще раз скажу, что экран очень большой. Разрешение Full HD, не 4К. Вот какой красавец, серебристый. Вот можно глянуть, что у него матовый экран. Когда он открывается, то сам корпус у него приподнимается, да, вот здесь вот, и он получается так вот с дополнительным охлаждением под собой. Вот такой классный комп, такой ноут здоровенный, с клавиатурой сбоку цифровой, с большим тачпадом, вот это вот сканер отпечатка пальцев. Ну, в общем, давайте его настроим. Я переключу камеру так, чтобы она смотрела на экран, чтобы первоначальные действия по старту были видны. А дальше уже, как только загрузится Windows, я установлю программу записи экрана и буду устанавливать на него программы одну за другой, производить какие-то действия, настройки. Все это вы увидите. Погнали! Ну что же, в первую очередь, конечно, мы наш компьютер зарядим, чтобы у него была в порядке батарея. Точнее, я его просто подключу к зарядке, и можно будет уже проводить манипуляции, потому что, понятное дело, они с завода идут уже немножечко заряженным аккумулятором. У нас есть тут припасенная розетка. Ну и ставим ему зарядное устройство в разъем. Пока еще это не тот ноутбук, у которого зарядка USB Type-C. То есть у него обычная зарядка, вот она. Вот вставляем. Но дальше все действие уже будет проходить на экране клавиатуры. Я постарался вот навести так, чтобы было видно. И главное еще, чтобы мне не мешало. Ну что, поехали. Нажимаем кнопку пуск. Увидим сейчас, что произойдет. Ноутбук должен ожить и провести нас через этапы первоначальной установки. Acer желтеньким написано. Я уже вижу, что это хороший экран. Матрица IPS. Видно, что она яркая, ровная и с хорошим разрешением. Подождите. Ну что, ждем. Так, выбираем регион Россия. Выбираем раскладку русская. Мы хотим добавить еще английскую раскладку. Естественно, это будет США, английский США. Эти действия похожи на те действия, которые нужно производить при переустановке Windows. Здесь просто первый раз. Да, вот здесь у нас вот есть Wi-Fi. Выберем наш 5 ГГц Wi-Fi. Подключиться. Наберем ключ. Дальше. Дальше. Подключились успешно. Все, теперь будет производится установка важных элементов. Я помолчу, ускорю это видео, чтобы оно вас не отвлекало. Собственно говоря, тут следить незачем. Вернемся после паузы. Давайте посмотрим, что нового в Windows. Ну давайте. Лицензионное соглашение. Вот как раз тут речь о том, что на этом ноутбуке предустановленный Windows.
Я всегда рекомендую иметь предустановленный Windows, потому что у вас есть лицензия. И этот Windows будет всегда с вами, с этим ноутбуком. Не надо искать чего-то, ломать, взламывать. Настроить для личного использования. Учетная запись. Здесь установлена Windows 10 Pro, поэтому можно создать автономную учетную запись вот в нижнем левом углу. Дальше здесь, на этом этапе, я всегда выбираю ограниченные возможности, потому что все, что здесь описано, обычно никому не нужно. В любом случае, эти возможности, описанные здесь, доступ ко всем программам с любого устройства, их всегда можно включить в нужный момент. Тогда они, когда реально будут нужны. Хотим автономную учетную запись. И нажимаем здесь ограниченные возможности. Да. Кто будет использовать этот компьютер? Его будет использовать Юлия. Таким образом мы создаем пользователя. Пароль пока создавать не будем, но пароль нужно иметь обязательно, чтобы защитить себя. Вот здесь появляется экран выбора параметров конфиденциальности для этого устройства. Все эти параметры я обычно выключаю. Вы можете их оставить включенными, но это все, например, рукописный ввод с клавиатуры, индивидуальные возможности, все это, собственно говоря, не нужно и может быть включено тогда, когда это понадобится. Идентификатор рекламы — это вообще какой-то шпион. Да? Принять. Создайте Acer ID, зарегистрировать свое устройство. Вот здесь вот ничего не остается сделать, кроме как зарегистрироваться, потому что пройти дальше нельзя. Или можно. Ну-ка. Я хочу стать участником программы повышения качества. Не хочу. В общем, мы от всего отказываемся здесь. Можно было зарегистрироваться как участник продукта Acer, чтобы за тобой еще следили побольше и еще больше присылали разнообразные рекламы. Нам, по-моему, и так ее хватает. Вот идет настройка, базовая настройка Windows, которая всегда происходит в десятке. Но в данном случае это предустановленная система, поэтому вместе с ней устанавливаются еще и разнообразные программы, которые идут с этим компьютером. Когда загрузится, мы узнаем, что же там такого нам еще установили. Пока на паузу. Итак, загрузился наш красивый Windows с обоями от Acer. Все здесь отлично. Следующим этапом я запущу программу записи экрана. Покажу, кстати, секрет о том, как записывать экран в Windows, ничего не устанавливая на него, потому что эта программа, опция уже в нем есть. И буду записывать экран, чтобы было удобно за мной следить и повторять, если нужно. Ну что, друзья, давайте приступим к настройке. Вот я запустил программу записи экрана. К сожалению, мне пришлось воспользоваться программой Camtasia Studio. Вот идет запись, потому что, как выяснилось, то, чем я собирался записывать экран, а именно Xbox Game Bar. Да, есть такая утилита, которая позволяет вести запись. Она позволяет вести запись только, вот видите, игровые функции недоступны для рабочего стола. Чтобы начать трансляцию рабочего стола, запустите игру. То есть сделать запись можно только в случае игры. Если я запущу игру, можно будет вести запись. А если игры нет, то функции вот этой вот записи недоступны для рабочего стола Windows. И это очень странно, потому что вроде бы раньше в роликах я видел, что можно делать запись экрана с помощью вот этой вот утилиты Xbox Game Bar. Она как раз как бы для этого и предназначалась. Сейчас мы проверим это еще раз. Давайте-ка пойдем в интернет. Не работает. Очень интересно, почему это перестало работать. Ну, в общем, разбираться особо некогда. Даже не знаю, может быть, это связано с работой антивируса. Но в любом случае, очень странно, хотел показать, как это работает, а это вот не работает. Записываю с помощью Camtasia Studio, установил ее. И давайте начнем настраивать ноутбук. Я закинул здесь вот с внешнего диска, который я подключил, да, вот в загрузке все программы, которые я собираюсь установить. Диск этот я предлагаю извлечь. Говорят, в десятке можно извлекать устройства без всяких там отключений их, как вот раньше мы делали. Ну, извлекаем. Оно нам пока не понадобится. Я все нужные программы скопировал в загрузке. Первое, что я обычно делаю, я захожу сюда вот, в шестеренку настройки, обновление, безопасность, центр обновления Windows. И смотрю, есть ли тут какие-то обновления, которые нужно установить. Этот процесс можно запустить, нажать проверка обновлений, он будет их скачивать одновременно с нашей настройкой. Вот сейчас мы видим, что он скачал несколько обновлений и ожидает перезагрузки. Ну, мы, так и быть, тогда уж перезагрузим все вместе, чтобы оно установилось
вместе с теми изменениями, которые мы сделаем. Поэтому сейчас перезагружать не будем. Давайте пойдем. И первым этапом я обычно с ноутбука нового удаляю все ненужные программы, которые в него запихнуты производителем, потому что чаще всего эти программы, они ознакомительных версий, то есть в итоге за них нужно будет заплатить, а мы этого как бы делать не хотим, у нас есть свой выбор какой-то, свои программы, поэтому вот я устанавливаю загруженную мной в ознакомительных целях программу Your Uninstaller. Я собираюсь на самом деле ее приобрести, потому что это очень хорошая утилита, но пока что я использую такую вот ломаную скачанную версию исключительно в ознакомительных целях. Итак, давайте установим Your Uninstaller. 2 раза щелкнем на тихая установка RUS. Он спрашивает, здесь подтверждаем. Происходит установка. Сейчас в программе у нас появится ярлычок. Вот он появился. Я люблю обычно сразу затаскивать нужные мне программы на панель задач, чтобы они здесь были, а ненужные ярлычки удалять с экрана, потому что он и так будет замусориться постепенно. Первый раз запустим наш uninstaller с тем, чтобы удалить ненужные программы, как я говорил. Здесь вид переключаем на список и в опциях отключаем создание точки восстановления. Обновление здесь должно быть выключено. Вот так выглядит список имеющихся сейчас у нас программ. Давайте посмотрим. Наверное, не стоит удалять драйвер Setup Utility и прочие вещи, которые относятся непосредственно к Acer, а также Care Center. Может быть, он нужен, может не нужен. Посмотрим, пока оставим. Но вот что точно я знаю не нужно, это Office 365, потому что я буду устанавливать Microsoft Office с отдельной лицензией. Если у вас есть подписка, вот тогда оставьте его. Вы зарегистрируетесь, залогинитесь в этот офис и сможете подтянуть свою подписку, и ваши программы офисные будут работать. Но многие на самом деле ставят отдельный офис, имея ключ свой, свою лицензию или каким-то другим образом хитрым его активируют. Не будем на этом останавливаться. Поэтому я нажимаю «Удалить этот офис». На самом деле даже лучше нажимать здесь удаление в один клик. Тогда он не будет тут задавать лишних вопросов. Вот происходит удаление Microsoft Office. Дождемся. Пока он удаляется, я скажу о том, что на самом деле правильно покупать компьютер с уже предустановленным Windows, потому что у вас в этом случае есть на него лицензия, и не нужно его отдельно активировать. Вот в данном случае видно, что Windows здесь установлен, и не нужно делать какие-то действия дополнительные по его активации. Тем более здесь вот Pro версия, это отлично, она более расширенная, чем как бы Home, например, версия, которая часто бывает. Лучше переплатить за предустановленный Windows, чем потом мучиться с его лицензией и установкой. Все остальные программы с ними проще намного, чем с самой операционкой. Поэтому купите лицензию, не парьтесь. Если покупаете новый ноутбук, лучше купите ноутбук с Windows уже. Так мы наблюдаем, как работает инсталлер. Вы видите, что он удаляет хвосты. Переходим дальше. OneDrive пока оставим. Браузер Edge тоже оставим. Что здесь вот? Mozilla Firefox. Но она мне совершенно не нужна, потому что я не планирую ее использовать. Нажимаем удаление в один клик. Здесь нужно подтвердить. Так. Вы можете ускорить это видео вплоть до 1,5, чтобы процессы проходили быстрее. Я здесь свои действия пока ускорить не могу, но буду комментировать, потому что именно за этим я записываю видео, чтобы можно было по инструкции делать. Что еще? Mozilla Maintenance Service, естественно, тоже нам не нужен. Так. Вот мы дошли до Norton Security Ultra. Это антивирус и одновременно brand-malware и все такое. Вот давайте посмотрим, что же это за Norton антивирус здесь установлен. Он подключается к серверу. Но вот что здесь интересно, что этот Norton идет с ноутбуком, но подписка здесь какая-то пробная базовая обычно бывает. Посмотрим, какая она здесь будет. Вот видите, ваша учетная запись предоставляет полный доступ. Что тут? Пропустить вход. Ваш компьютер под угрозой. Ну что он под угрозой. Состояние подписки 30 дней осталось. Видите, вот здесь пробная 30-дневная подписка. А если мы захотим продлить ее, то нас перебрасывает на сайт, на котором предлагается заплатить подписку 1 год 99 рублей. В принципе, не так уж дорого.
Ну, не знаю. Я считаю и постоянно про это говорю, что антивирус на компьютере с Windows не нужен, потому что в Windows есть защитник Windows. Да, если мы его найдем, тут есть вот такой параметр защита от вирусов и угроз. Сейчас здесь работает Norton антивирус, а вообще говоря, есть Microsoft Defender, то есть защитник Windows, который вполне себе справляется со всеми необходимыми защитами и уже встроен, и продлевать подписку на него никакую не нужно. Поэтому я хочу удалить Norton Security и нажимаю удалить. Я хочу все удалить. Мне не нужна подписка, которая здесь не нужна. И обычно на ноутбуках из магазина всегда стоят какие-то антивирусы, McAfee или еще какие, которые заставляют вас платить дополнительные какие-то деньги за подписку. Но скажу дополнительно, что если вас это устраивает, например, там 100 рублей в год, не такая уж большая цена, как вот здесь показалось, хотя я уверен, что где-нибудь там еще скрытые какие-нибудь траты есть, оформите такую подписку и, как говорится, живите себе спокойно, не запаривайтесь. Ну, я вот это вот рекомендую убрать, потому что все вообще-то антивирусы серьезно тормозят компьютер, а понятное дело, что майкрософтовский вариант, он лучше других. Ну вот в данном случае он нам предлагает перезагрузить, я это делать пока сейчас не буду, хотя нет, придется, наверное, сделать, потому что ничего не поделаешь, пока мы не нажмем перезагрузить, он Norton не удалит. Ну, заодно, соответственно, сейчас будет идти перезагрузка в связи с установкой обновлений, поэтому, вероятно, это займет больше времени, чем мы рассчитывали. Я не знаю, как здесь отказаться. Видите, он здесь даже не дает продолжения. Как интересно, можно снять этот? Вот, давайте попробуем снять задачу. О, сняли задачу. Правильно поступил я. И он здесь вычистил хвосты, наш uninstaller. Умница, молодец. Молодец, давай все вычищай. Ничего нам здесь не нужно. Готово. Смотрим дальше. Quick Access Service. Почему-то 2 раза. Это что-то эсеровское. И пока не стоит это трогать. User Experience Program Service. Тоже что-то эсеровское. Зачем-то 2 раза. Care Center Service. Почему 2 раза? Непонятно. Ну, как я говорил, лучше эсеровские штучки пока не трогать. Остальное все тоже оставим. OneDrive обычно тоже люди любят удалять, но оставим, потому что стандартно вещь полезная, облачный диск. Здесь еще я нажимаю часто автоисправление. Он проверяет, нет ли каких-то пустых. Нажимаем пустые папки не найдены. Все, с Your Uninstallером закончили. Теперь нам придется сделать первую перезагрузку, чтобы все изменения, которые мы делали, вступили в силу. Нажимаем перезагрузить. Итак, мы перезагрузились. Давайте посмотрим, что тут у нас с апдейтами. Обновление безопасность. Вот, отлично. Он говорит нам, что у нас установлены все последние обновления. Тут какие-то опциональные предлагает загрузить. Ну, давайте пока этого делать не будем. Приостановим обновление на недельку, чтобы он к нам больше не приставал. Можно это вообще-то выключить, конечно, но я не рекомендую совсем выключать обновления, потому что, как известно, они закрывают дырки, через которые залезает всякая зараза. Соответственно, обновляться надо. Потом возобновить эти обновления регулярно, это правильно. Безопасность Windows, защита от вирусов и угроз. Здесь у нас посмотрим, что сейчас. У нас есть только настройка OneDrive, которая говорит о том, что туда нужно делать периодические копии, чтобы защитить свои файлы, чтобы программы-шантажисты не могли их украсть. Вот, мы это закроем, скажем, что мы, собственно, знаем про это. А так, как вы видите, все обновления установлены, и защитник Windows, так сказать, Windows Defender у нас все защищает, все у нас включено. Вот он, видите, горит. Почему-то все равно какие-то рекомендуемые действия. Защита учетных записей. Сделайте вход с учетной записи Microsoft, чтобы тоже защитить и получить другие преимущества. Мы это знаем, закрываем, и наш защитник становится зеленым. То есть никаких действий не надо, никаких антивирусов устанавливать не надо. Все, пусть отстанут от нас, мы сами знаем, что нам делать. Давайте пойдем дальше. Здесь по поводу вот этой вот панели поиска, я ее вообще-то люблю выключать, потому что не знаю, кто ей пользуется, может быть, кто-то пользуется, но она здесь занимает кучу места. Может, на большом экране это не сильно нужно, но я ее люблю выключать. Она находится вот здесь, правой кнопкой на панели задач, поиск.
показать поле поиска и выбираем показать значок поиска. Все, теперь это значок поиска. Здесь еще вот Cortana есть. Мы его потом тоже выключим. Давайте глянем. Мы видим здесь, что у нас установлены какие-то здесь непонятные, ненужные вещи, типа Dropbox, Booking.com. Все это не нужно. Открепить от панели задач, открепить. Почта, открепляем. Магазин. Если нужно будет, мы его и так запустим из спуска. Браузер пока оставим. Есть наш uninstaller. Посмотрим, что он нам. Ничего нового не покажет. Не должен вроде бы показать. У нас есть только все эйсеровские программы. Да, ничего такого особенно больше другого нет. Здесь у нас есть панелька, которая нам показывает прогноз погоды. Если она вам не нравится, вот эта новостная панель, ее тоже можно выключить, нажав на нее вот здесь вот, правой кнопкой. Новости и интересы. Отключить. Да, можно показать только значок. Можно отключить. Давайте отключим его, вот, чтобы он здесь нам не мешал. Поехали дальше. Пойдем в наш проводник, в наши загрузки. У нас здесь есть некий набор программ. В принципе, все равно в каком порядке их ставить. Но давайте начнем с установки офиса, потому что он дольше всех ставится. Зайдем и запустим установку. Microsoft Office 2016, русский, стандартная версия. Я здесь в данном случае, исходя из опыта, просто нажимаю «Установить», потому что дистрибутив все равно будет храниться здесь где-то в загрузках, может потом в специальную папку переместим. Мы наблюдаем за установкой офиса, потом мы его активируем ключом нашей лицензии, которая у нас есть. Если у вас нет такого ключа, лучше пойдите купите офис, лицензию на офис, чтобы не мучиться опять с вот этими всякими активаторами. Да, мы знаем, что можно сделать КМС-активацию, которая будет эмулировать сервер Microsoft, но эта активация периодически слетает, все мучаются, опять звонят, просят помощи. Просто пойдите и купите Microsoft Office любым способом, который вам доступен на рынке, либо в магазине. 2016 или 2019 версию купить. Посмотрим, вот сколько стоит. Сколько стоит? Вот от 740 рублей ключи активации. Видимо, это какие-то не очень, как говорится, надежные, ворованные. Посмотрим, сколько стоит офис сейчас на сайте Microsoft. Кстати, вот видите, Windows 10 Pro стоит всего 3700 рублей. Офис 2019 2600 рублей. Домашняя и студенческая версия. Полная версия стоит 5690. Professional Plus для дома и бизнеса стоит 3990. Я вот эту вот версию купил бы и не мучился бы. Есть вот на Русофте, интересно, сколько стоит. Вот есть 2016 Pro Plus 1790. Вполне нормальная лицензию можно купить, коробочную, и использовать ее. Рекомендую вам так сделать. Мы наблюдаем, как устанавливается наш офис. Сейчас мы его будем активировать. Так. Все, офис установился. Теперь мы его хотим активировать. Для этого нужно зайти и найти какую-нибудь программу. Например, Word 2016. Запускаем. Заходим в него. Отвечаем здесь утвердительно. И заходим в файл. Учетная запись. Видите, необходима активация. Изменить ключ продукта. Тут мы вводим ключ продукта. Окей, все, активировались. Мы можем здесь заодно сразу щелкнуть правой кнопкой «Закрепить на панели задач наш Word». Я люблю это делать. То есть кнопочки это один щелчок, а иконочки это два щелчка. Мы можем здесь найти Excel и правой кнопкой сказать ему «Закрепить на панели задач». Мы можем здесь найти PowerPoint и тоже сказать ему «Закрепить на панели задач». Вот у нас три основные офисные программы закреплены. Попробуем запустить. Видим, что здесь в параметрах учетной записи продукт активирован. Все, наш офис установлен. Обычно после того, как установка офиса происходит, нужно снова пойти в обновления. Хоть я их выключал, но давайте попробуем проверить все-таки обновления, чтобы он подкачал обновления для офиса. Так, ну что, видим, что в центре обновления нет никаких, не предлагают обновлять офисные программы. Поэтому оставим это до будущих проверок. Итак, продолжаем. Что же мы ставим дальше? Дальше обычно я ставлю утилитки, которые ставятся быстро. Это архиватор 7-zip. Кстати, на все программы, у
помянутые в этом видео. Я оставлю ссылочку в описании, чтобы вы могли скачать их. 7-Zip — это архиватор. Почему он лучше каких-либо других, например, WinRAR, который все любят? Потому что он поддерживает и RAR, и ZIP, и все кучу разных других архивов, но при этом он бесплатный. То есть за WinRAR вам, например, придется платить за нормальную подписку, а 7-Zip — это open-source программа. Вот я у него в настройках всегда меняю типы архивов, чтобы он всеми типами архивов управлял. Это очень классная программа. Скачать ее можно на сайте 7zip.org. Скачать. Вот. Этот сайт долгое время он почему-то был недоступен, но это, как вы видите, бесплатная абсолютно для корпоративного и для личного использования программа. Отличная штука. Также я устанавливаю просмотрщик графических файлов Irfan-View. Это лучшая программа, как я считаю, для этих целей. Выбираю все типы файлов, имиджей, чтобы были управляемы этой программой. Говорю, что я уверен, не надо стартовую страничку открывать. Вот открылась программа. Я также для русскоязычных пользователей, мы же с вами русскоязычные, устанавливаю язык русский. Вот таким образом. Чтобы его включить, нужно зайти в Irfan-View, пойти Options, Change Language, выбрать здесь Russian DLL, и станет программа на русском. Соответственно, вот я ее еще раз запущу, и чтобы здесь оставить ее в панели задач, кнопочку нажму. Все вот эти иконочки я удаляю. Еще есть такие плагины к этой программе, вот я их поставлю тоже обязательно. Они позволяют многие типы файлов открывать, которые даже раньше не были известны. Для редактирования PDF удалить страничку, повернуть, склеить два файла. Я ставлю программу PDF24 Creator. Это тоже бесплатная программа. Ее можно использовать даже в компаниях, но, к сожалению, только в Европе. Вот факсимильный принтер я удаляю, он сейчас никому уже не нужен. PDF24, не надо делать его дефолтным ридером, все-таки Adobe Acrobat лучше. Его можно ставить, кстати, можно не ставить Adobe Acrobat. Ну вот для демонстрации вам я запускаю эту программу, и он показывает тут свой сайт. Вот что можно с помощью него делать. В частности, можно редактировать и защищать документы. Вот этим креатором тут можно много чего делать. В общем, очень рекомендую эту прекрасную утилитку PDF24. Для того, чтобы обходить блокировки, мы используем Tor браузер. Многие пользуются VPN, но Tor для меня как-то привычнее. Я его устанавливаю и предлагаю использовать всем. К сожалению, у него есть такая особенность, что вот он ставится в рабочий стол, и его если отсюда убрать, то ничего работать не будет. Вот, но, тем не менее, закрепить на панели задач его стоит. Надо просто помнить, что вот отсюда его не надо убирать. Эта папочка пусть здесь будет. Удалить его можно так же, как стереть папочку, и так же, как все остальные программы. По поводу торрента клиента, я не всегда его устанавливаю. В данном случае ставить не буду, потому что эта вещь такая, как бы, может быть, не всем нужна. А вот VLC Player нужен абсолютно всем, потому что это прекрасная программа, она опять же бесплатная, полностью ее покупать не надо, она позволяет просматривать видеофайлы любых форматов, а также прицеплять к ним субтитры, если есть файл субтитров, то есть смотреть фильмы с субтитрами. Мало сейчас кто смотрит фильмы на компьютере, но реально программа очень крутая и является вообще стандартом в своей отрасли, поэтому обязательно должна быть на компьютерах, на всех. Ну и что же нам делать без зума в наше время? Давайте поставим этот зум, чтобы он тут был. Понятно, что видеоконференции наше все. Очень мало кто теперь использует Skype. Все в основном используют Zoom. Если нужен будет Skype, мы его тоже можем поставить. Для того, чтобы оказывать помощь этому компьютеру в дальнейшем, я устанавливаю TeamViewer, полную версию. Мало ли для чего это все потом нужно будет. Может быть, с этого компьютера тоже кто-то кому-то захочет помогать. В общем, я выбираю здесь некоммерческое использование. Пока еще я не нашел другой альтернативы. Если вы знаете, кстати, хорошую альтернативу TeamViewer, бесплатную, то напишите в комментариях к этому видео, что советуете использовать. Давайте его здесь тоже закрепим, чтобы был он доступен для вот этого нашего управления компьютером. Ненужные значки удаляем. Tor-браузер придется оставить. Ну что делать? Так, давайте пойдем дальше. Есть отличный вот такой вот Viewer Foxit Reader. Это Viewer лучше, чем сам
Adobe, но в последнее время лучше использовать действительно Adobe. Adobe Reader, он стал более-менее хорошо, быстро работать, поэтому почему-то он у меня вот не скачан. Давайте пойдем скачаем. Откроем папочку и сохраним себе его на будущее, поймаем. Установим давайте его, Acrobat Reader. Вот он тут McAfee просит. О, я не уследил, что он тут ставит какой-то McAfee. А мы не хотим никакой McAfee. Эй. Вот это вот я лоханулся, конечно. Давайте прервем установку, отменим. Почему он мне не дает возможности отказаться от McAfee Security Scan? Я не хочу McAfee Security Scan. Придется удалять его отдельно, что ли? Ладно, пока он тут загружает, давайте Chrome поставим. У меня есть Chrome Setup здесь. Это лучший браузер. Пока еще остается таковым. Есть, конечно, многие люди, в том числе и я, пересевшие на Яндекс браузер. Мало чем отличающийся от Chrome, но так получилось, что у нас на работе Яндекс, и приходится им пользоваться. Закрепим Chrome на панели задач, поставим его, передвинем рядом с майкрософтовским браузером. Как сделать браузер по умолчанию? Для этого нужно зайти пуск, настройки, параметры, приложения, и здесь есть приложение по умолчанию. Я хочу, чтобы просмотр фотографий у меня был через Irfan View, а чтобы веб-браузер у меня был, как вы можете догадаться, Google Chrome. Слава богу, что теперь это можно сделать, менять. Вот, он, видите, пытался удержать меня от этого. Теперь у нас есть Chrome. Быстрый, отличный, прекрасный браузер. Он запускается. Это нехорошая программа Adobe Reader, Adobe Reader DC поставила нам зачем-то McAfee. Но мы знаем, как его удалять. Включим расширение для просмотра PDF. Это нормально. Пусть по умолчанию будет Adobe Reader. Ну, я уже вроде выбирал. Все, применить. Выбрали. Продолжаем. Теперь, после того, как нам вкатили какой-то ненужный McAfee, нужно запустить Yoran Installer и пойти и удалить его. Пойдемте найдем. Вот видите, McAfee Security Scan Plus у нас появился. Все остальные программы мы заказывали, а вот McAfee Security Scan Plus мы не заказывали. Давайте его снесем. Мы уже близки к концу нашей настройки. После этого нужно будет только перенести файлы пользователя. Для этого есть много разных способов. Один из них я покажу. Не знаю, как это сработает или нет. Нужно будет снимать другой ноутбук и потом восстанавливать данные на этом ноутбуке. Так, что мы еще здесь не поставили? Мы не поставили Malwarebytes и не поставили CCleaner. Malwarebytes мы ставить не будем, я просто оставлю его. Хотя давайте я вам покажу, что это такое. Установить. Посмотрим, что это такое и как это работает. Главное в этом malware отключить расширенную лицензию, то есть чтобы он не донимал вас вопросами о том, когда же вы продлите лицензию на него самого. Вот я говорил, что не люблю антивирус, а на самом деле я всегда ставлю вот этот Malwarebytes на ноутбуке, которые настраиваю. Вот он, этот наш прекрасный, распрекрасный, установился. Приступайте к. Вот он предлагает активировать, не надо нам ничего активировать. Мы хотим приступить. Он может сделать проверку, а мы пойдем в настройки и вот эта вот учетная запись. Деактивируем премиальный пробный период. Мы его деактивировали, сразу безопасность Windows заругалась, что у нас нет антивируса, и переключилась на стандартный защитник от вирусов и угроз, который встроен в Windows. Видите, все нормально, то есть ничего не случилось. Я просто имею эту программу на компьютере, но она не участвует в активной защите. Я могу просто перейти в ее базовую ситуацию и провести проверку компьютера. Вот проверка запустить, да? Он проверит мне компьютер на наличие вот этого всякого malware, всякой дряни, которая могла быть встроена в систему или в браузер, или еще куда-то. Видите, пока вот 0 обнаружено. Если у вас вдруг много каких-то всплывающих окон появляется или что-то подобного, запустите вот этот вот Malwarebytes, скачайте, запустите. Уверен, что вот это лучшее средство поможет вам удалить и вычистить вашу систему. Лучше всего запускать, конечно, в защищенном режиме. Если вы знаете, как это делать, лучше запускайте там. У меня вот он, я вижу, что-то такое обнаружил.
Может быть, где-то в ключах. Вот какой-то McAfee. Я же тебя удалил. Зачем ты запускаешься? Вот WebData, что-то какое-то отслеживание он уже нашел. Вот видите, Mail.ru. То есть все-таки кто-то чего-то нам впихнул. Ну да, в торрентах. Видимо, вот в этом и торренте есть потенциальная программа вредоносная. Вот такие вот интересные вещи он сразу находит. Ну, можно нажать карантин, и он это все переместит в карантин. McAfee, Safe Connect. Кто тебя тут? Вот я удалял McAfee, он взял его и все-таки втюхал мне. Удалим McAfee. McAfee есть? McAfee Safe Connect. Вот, есть. Пожалуйста, удались. При настройке компьютера всегда вот такие возникают ситуации, когда скачиваешь чего-то, оно тебе устанавливает совершенно что-то ненужное, то, что ты не просил. Готово. Все, удалили. Здесь же, в этой программе Your Installer, пока мы здесь, можно зайти в параметр автозагрузка и посмотреть, что у нас запускается. У нас запускаются конкретно сейчас вот эти вот приложения. Здесь можно выключить их или удалить. Например, OneDrive не нужен, выключаем. Safe Connect McAfee вообще удалить. Видите, тут написано McAfee. Вот, удаляем. Windows Defender нам нужно, чтобы работал. Все, нажимаем «Применить». Вот этот PDF24 тоже на самом деле не очень нужен. Давайте его выключим, удалять пока не будем. «Применить». И настройки автозагрузки применились. Давайте пойдем дальше. Что же у нас осталось? У нас осталось из загрузок, в общем-то, все. Больше у нас ничего нет. У нас осталась очень важная программа CCleaner. Без нее никуда. Давайте я запущу, установлю и расскажу, в чем в ней фишка, что в ней хорошего. Иконки лишние убрать. Давайте Customize. Не будем добавлять Recycle Bin и в контекст меню. И Enable Cookie Scan тоже не будем. Не будем ставить AVG антивирус Free. Вот. Просто поставим программу. Она очень быстро установилась. Наверняка она сейчас скажет, что есть какое-то обновление. Out of date, update now. Так, update now. Вот он нам уже скачал. Сам молодец. Новая версия. Вот он нам заенейблил какой-то smart cleaning, сканинг. То, что нам не нужно опять. Опять Customize. Убираем Run, Recycle Bin, контекст меню и Intelligent Cookie Scan тоже убираем. Не надо CCleaner браузер. Decline здесь нажимаем. View Release Note. Запускаем наконец уже нашу программу. Давайте включим русский язык сразу пойдем. Options, Settings, Language. Русский, наверное, как русский? Русский. Вот включили язык. Эта прекрасная программа нужна для очистки реестра и также чистки мусора всякого разного. Все по-разному к ней относятся. Мне она нравится, я с ней довольно долго уже вместе. И вообще считаю, что она на самом деле хороша. Так, вот в разделе «Параметры дополнительно» интеллектуальная очистка. Вот что, интеллектуальная очистка тут выключена. Точнее, включена. Вот мы хотим ее выключить, чтобы она не сидела у нас здесь в резиденте и не мешала нам жить. Вот, чтобы она была выключена. В принципе, вот все, что тут в настройках есть. Драйвер апдейтер работает только в премиальной версии. У нас бесплатная версия. Нам здесь вот нужна очистка реестра, но также здесь есть вот такая вот стандартная очистка, которую периодически можно запускать. Вот давайте продемонстрирую, как она работает. Нажимаем «Анализ». Она вот во всех параметрах приложений и браузеров ищет временные, ненужные кэшированные файлы. Здесь можно также вот в системе отметить, какие файлы вы хотите вычистить. Нужно очень аккуратно с этим быть. Если по умолчанию вот то, что настроено, делаете, она в принципе ничего такого серьезного не удалит. Только интернет-кэш, видите, вот довольно много. Вот мы нажимаем «Очистка». Она очищает эти файлы. Теперь мы переходим в реестр после того, как все наши программы были установлены. Так, давайте закрепим ее на панели задач, она нам пригодится. Поставим ее рядом с анинсталлером. Анинсталлер рядом с ней. Это утилитки, да? Поставим их рядом. Так, вот реестр, да? Мы зашли в очистку реестра. Нажимаем «Поиск проблем». Он нам найдет сейчас кучу всякого ненужного.
всякого. Мы нажимаем «Посмотреть», «Сделать резервную копию». Обязательно резервную копию изменений делайте, потому что можно будет, если что, откатиться, выполнить этот трек-файл и откатиться. Исправить отмеченные, закрыли. Здесь вот какой секрет. Если вы это сделали, не спешите закрывать CCleaner. Нажмите снова еще раз «Поиск проблем». Он вам найдет еще что-то, непонятно откуда. Посмотреть, да, сохранить, сохранить файл, исправить отмеченные. И еще, то есть пока он вот не перестанет вам показывать какие-то ошибки. Продолжайте вот эти вот действия. Посмотреть, сохранить, исправить. Давайте еще раз. Вот сейчас уже, наверное, ничего не найдет. Ну и в этой программе можно заниматься тонкой настройкой. В инструментах есть, например, та же самая фишка «Запуск». Мы видим, что здесь у нас все нормально с запуском. В запланированных задачах есть какие-то задачи от Acer, есть какие-то задачи от CCleaner, есть какие-то задачи от OneDrive. Если вы понимаете, что тут можно выключить, вот я, например, удалю CCleaner Skip, вот этот вот, да, Skip User Access Control, то можете здесь это выключить, ну, учтите, что вы действуете на свой страх и риск. Здесь вот параметры контекстного меню. Контекстное меню — это то, что появляется вот правой кнопкой, когда вы жмакаете. Вот. Мне, например, совершенно не нужно поделиться в Skype. И вот проверка вот этого вот. Это можно все выключить. Где тут поделиться в Skype? Выключаем. 7-zip оставляем. Проверку выключаем. Видео LAN. PDF24 выключаем. Что здесь еще обычно я делаю? Вот удаление программ есть. Здесь нужно удалить те программы, которыми вы тоже точно пользоваться не будете на этом ноутбуке. А точнее, пользователь не будет пользоваться. Но лучше сначала сделать это с помощью стандартного удаления. Покажу как. Нажать на пуск и пролистывать все программы. Например, что такое App Explorer? Вот что это такое? Это какой-то майкрософтовский или эйсеровский индивидуализированная коллекция приложений Windows. Продолжить. Это какая-то индивидуализированная коллекция приложений. Зачем она? Кому она нужна? Не понимаю. А значит, нужно ее удалить. Правой кнопкой нажимаем «Удалить». Он нас перебрасывает сюда. Какой-то Sweet Labs App Explorer. Давайте пойдем в наш любимый Your Installer. И там удалим этот App Explorer. Есть такой App Explorer? Мы поняли, что он нам не нужен. Это займет много времени. Ну, не знаю, заняло немного времени. Смотрим дальше. Acer Product Registration. Ладно, не будем. Booking.com. Зачем нам Booking.com? Нам не нужен Booking.com. Это просто закладка. Дополнительно удалить. Не получается удалить. Это просто программа, просто закладочка, которая тут засела так, что не удалишь. Вот в этом случае уже используется CCleaner, инструменты, удаление программ. Тут есть Booking.com. И отсюда его никак не вытереть. Вот, представляете, есть такие программы, которые даже нельзя удалить такими вот простыми способами. Давайте пойдем дальше. Что здесь есть? Care Center. Cortana. Cortana нам не нужна, потому что это голосовой помощник, которым никто не пользуется. Здесь его удалить нельзя, значит его можно удалить здесь. Cortana, ты тут? Вот она. Удалить. Деинсталляция. Dropbox акция. Деинсталляция. Давайте пойдем отсюда и отсюда одновременно. Messenger. Зачем мне Messenger? Удалить. Microsoft Whiteboard. Ну ладно, оставим, непонятно, что это. Офис. Я уже установил офис. Мне здесь не нужен офис. Это офис тот, который старый офис. OneDrive для бизнеса. Это все компоненты Office 2016. OneNote for Windows 10. Этот компонент из старого офиса. Он не нужен. Photo Director for Acer. Это хорошие какие-то программы. Planet Name Link. Что это? Что-то непонятное, ненужное. Что такое Quick Access? Acer Quick Access. Это хорошо. Это кнопочки здесь горячие, которые заведены. Go Trust ID. Это, скорее всего, отпечаток пальца. Power Director. Да, это видео. Скорее всего, это видеомонтаж какой-то. Посмотрим. Да, это Power Director. Это редактор видео хороший. Попробуем его, оставим. Вот он сразу полез тут рассказывать, кто он такой. Skype. Ну что, Skype посмотрим, запускается ли он, во-первых. Вроде запускается.
Skype оставим рядом с Zoom, он бывает нужен. Проверим, запускаешься ты? Запускается. Это игрушки. User Experience Improvement Program. Но это мне точно не надо. Мы не будем никакой User Experience. Xbox Game Bar. Мы недавно выяснили, что он не работает. Поэтому мы его будем удалять. Все, что связано с играми на этом ноутбуке, не нужно. Xbox Game Bar, деинсталляция. Причем здесь он 2 раза почему-то. Все, что связано с Xbox, удалим. Будильники и часы. Так, поехали дальше. Ну вот, дальше здесь идут программы, которые называются на русском. Вот ваш телефон, это майкрософтская программа, она точно не нужна, потому что никто не пользуется этими вещами в России и в русскоязычном пространстве. Почта не нужна, потому что у нас есть Outlook и веб-почта. Портал смешанной реальности не знаю, оставим пока. Компонент консоли Xbox удалить. Кино и ТВ оставим. Яндекс Музыка. Зачем нам Яндекс Музыка? Мы ее не заказывали. Это, наверное, по закону должны быть предустановленные приложения. Так, хорошо, здесь прошлись. Пройдемся теперь здесь. Что нам здесь может быть не нужно? Как вы видите, здесь больший набор приложений, которые можно удалить. Почему тут по 2 раза некоторые? Вот странно. Evernote. Microsoft Pay. Мы точно использовать не будем. Microsoft Store надо оставить. Это магазин. People. Точно использовать не будем. Skype нужен. Это игры. Это 2 раза. User Experience Improvement Program Service. Не будем мы использовать. Мы не хотим, чтобы за нами кто-то следил. Видите, он даже не понимает, что его удалили. Так, идем дальше. Quick Access. Несколько раз. Ваш телефон. Вот точно не нужно, да? Запись голоса нужно. Кино, косынка, музыка, грув. Ну, это подбор. Пакет интерфейса. Расширение Have. Да, это нужно. Советы. Зачем нам советы? Советы нам не нужны. Червы Deluxe. Установщик приложения. Узел покупок. Ну вот, вроде бы все. Что касалось программ, мы удалили. Давайте пойдем в реестре, поищем проблемы. Сейчас, скорее всего, они найдутся. Посмотреть выбранные объекты. Сделаем закрыть. Я бы на этом закончил с настройкой ноутбука реально, потому что все, что нужно, здесь есть и работает. Нужно только перенести пользовательские данные, чтобы они появились в папке пользователя. Здесь сейчас видно, что диск занят меньше, чем на четверть. Все хорошо с этим ноутбуком. Давайте на этом закончим эту часть. А в следующей части я расскажу, как я переносил данные со старого ноутбука на новый. То есть на старом ноутбуке я сохраню данные на сетевой сервер. Вот у нас вот есть такой сервер сетевой. Вот так называется он. DS218+. С сетевого диска этого сервера мы будем восстанавливать наши настройки для пользователя. Сейчас перезагружаю компьютер, останавливаю запись, перезагружаю компьютер и до следующего включения, где я восстановлю данные и настройки пользователя. Ну что же, у нас есть вот такой вот ноутбук прекрасный Samsung 300E, Core i3. Отличный аппарат для своего времени. Мы его в свое время проапгрейдили, добавили ему памяти оперативной, установили SSD вместо HDD. Сейчас мы будем переносить с него данные. Мы его будем включать, устанавливать на него тоже программу записи экрана и посмотрим, как мы будем переносить данные на наш новый ноутбук. Все, он загружается. Поехали. Итак, вот мы находимся на экране ноутбука, рабочего стола ноутбука, с которого нам нужно сохранить наши данные, чтобы потом восстановить на нашем новом. Здесь мы будем использовать User State Migration Tool, USMT. Попробуем, как это работает. Ни разу не пробовал. Теперь это довольно сложная процедура. Нам нужно будет скачать Assessment and Deployment Kit для Windows 10 для нашей версии. Чтобы узнать, как у нас версия, мы традиционно набираем команду winver и видим, что у нас 20.04. Поэтому скачиваем ADK for Windows 10 20.04. Вот он быстренько скачался. В нем нужно провести установку и отметить только User State Migration Tool. Давайте вот пройдем дальше. Не надо нам ничего отправлять. Принять.
Здесь отмечаем галочкой только USMT. То есть вот эти вот все поснимать. Вот так вот. Откуда скачать, я ссылочку оставлю в описании, вы можете скачать. Итак, он устанавливает нам. Windows Kids, да, вот. Programs Files 86 Windows Kids, вот. 10. Вот сюда он это ставит, Assessment Deployment Kit. Вот здесь вот User State Migration Tool. Вот то, что нам нужно AMD 64, это как раз наша версия 64 платформы. Закрыть. Мы скачали, теперь я подглядываю в шпаргалку. Вот у меня тут есть такая шпаргалка, как это все делать. Так, значит, нам нужно скопировать установленную вот это наше USMT AMD 64 папочку на какой-нибудь, на другой диск. Мы будем использовать сетевой диск. В принципе, можно использовать и флеш-диск, но у нас есть вот сетевой диск, на котором достаточно места. Здесь мы создадим папочку USMT. Ну, просто для удобства можно создать любую папочку. И сюда мы поместим вот этот наш пакет. Мы создадим вот эту вот папочку USMT-MIG, как тут говорится, чтобы не ошибиться. Давайте на полном экране посмотрим. Потом вот дадим вот такую вот команду, перепечатаем, которая сохранит нам, вот здесь вместо диска I у нас будет диск Z, сохранит нам файлики наш диск Z. Скопировалось? Скопировалось. Здесь создадим папочку, как там и говорится, USMT-MIG, ну, для миграции, да. Дальше мы запускаем командную строку из-под администратора, от имени администратора. Теперь мы в ней будем набирать команду. У нас находится не там этот пакет. Давайте мы его все-таки туда засунем. Потому что вот эти вот командные файлы, они вот в этой папочке находятся. То есть давайте сделаем Ctrl-A, скопируем и поместим вот в этот наш, собственно говоря, целевую папку. Наверное, нужно до этого сначала все-таки перейти туда, на диск Z. А то команда не будет знать, откуда ей запускаться, да? Здесь проблема в том, что из-под другой учетной записи он не знает, что у нас замаплен диск Z. Поэтому давайте его замапим сейчас. Сетевой диск. Что у нас тут есть? Вот все есть. Теперь мы можем вставлять вот эту команду. Давайте войдем в папочку USMT-MIG. Вот, теперь можем вставлять команду. Scan state local only, да? Вот, погнали. Происходит сбор данных. То есть вот Starting Migration Process. Давайте свернем все окна, чтобы отдельно увидеть. И можно посмотреть, что в папочке у нас в сетевой, вот на этом диске Z, ну это может быть флешка в вашем случае, создаются данные. Подать изменения, Scan State Log. Что-то тут нас спрашивать начали. Вот 42% дан. Я не очень понимаю, куда складывает он данные, потому что только лог-файл пока виден. Можно его вот посмотреть, что он тут показывает. Можно посмотреть, что процесс идет. Да? Сбор данных и так далее. Наша цель перенести полностью все данные о программах, все настройки пользователя на новый компьютер, так чтобы поменьше, ну, чтобы было надежно, что мы все перенесли. Конечно, можно руками копировать файлы из всяких вот папочек, да, из документов, изображений, закладок, все из профиля, то, что есть. Но это не очень-то такая благодарная работа, хочется автоматизировать. Поэтому решил я воспользоваться вот такой инструкцией. Здесь дождемся, когда этот скрипт соберет все данные и положит их на диск Z USMT MIG в ту папочку, которую мы для него сделали. Я только не очень понимаю, он тут создал какую-то подпапку. Вот, кстати, наверное, сюда он куда-то складывает, потому что, вот, да, вот сегодняшнее число, и он файл вот этот растет. То есть вот эта база данных, вот она, собственно говоря, растет, и она здесь существует. Отлично. Вот уже 342 мегабайта
Пока запись я остановлю, чтобы вернуться к ней попозже. Итак, мы видим, что отработала все-таки наша утилита scan_state. Вот, полностью завершено. Сообщение success, return код 0. И в папочке вот в этой вот миграции usmtmig файл составил 35 гигабайт. Несколько часов оно пилило вот это все дело, сохраняя файл. Вот этот вот архив всего собранного. Я еще заодно дедовским способом решил перенести все папки с диска C и профиль отдельно, папку профиля. На случай того, что если не удастся восстановить вот с помощью этой утилиты. Все, сейчас будем выключать ноутбук и переезжать на новый, включать новый, и там продолжать запись и пытаться восстановить другой командой. Все, поехали. Итак, мы снова на новом ноутбуке. Давайте займемся восстановлением наших данных с сетевого диска. Для этого мы сначала его замапим, да? Сделаем подключить сетевой диск Z. Вот нам нужно Homes. Вот этот вот нам нужно как диск Z. Вот. Теперь у нас вот такой вот. Здесь есть usmtmig. Вот есть наша миграция, то есть список команд. Нам нужна будет команда load_state. Вот это вот. Давайте запустим командную строку от имени администратора. Z здесь нет, надо его сделать net use. Сейчас вот этот путь скопируем. Сюда вставим usmtmig, правильно? usmtmig. Вот, теперь мы команду берем. load_state. Только надо будет проверить все диски. Давай сразу. Вот здесь вот у нас будет Z. Поэтому мы сразу будем готовы к тому, чтобы команда была именно такой. Проверяем. Она у нас Z, usmtmig. Здесь наши команды. Enter. Starting the migration process. Ну, в данном случае я подключил сейчас ноутбук по Ethernet. Вот у нас есть сеть, она локальная, то есть она не через Wi-Fi. Есть надежда, что при этом миграция по восстановлению пройдет быстрее, нежели через Wi-Fi. Будем наблюдать. Я, правда, не знаю, как это наблюдать. Ждем результата. Итак, что же мы видим? Все у нас хорошо перенеслось в итоге. Мы распихали по папочкам документы в документы, изображение в изображение. Все хорошо получилось. Видео запихнули в видео. Что еще я сделал здесь? О чем хочу сказать. Важно зайти вот в управление и забрать права у локального пользователя, права администратора, чтобы он не работал под администратором. Вот видите, у нас тут есть локальные пользователи. Есть администратор и есть вот Юлия, наш пользователь. Что я сделал? Из группы администраторы я удалил учетную запись Юлии и оставил здесь только учетную запись администратора. А Юлию я включил в опытные пользователи. Вот сюда я ее добавил, чтобы она могла работать на этом компьютере. Учтите, что если вы удалите всех пользователей из группы администраторы, то вообще никто не сможет зайти на этот компьютер никогда. Если вы удалите пользователей вообще из всех групп, из администраторов, из пользователей, то тоже пользователь не сможет зайти. Поэтому учтите, что нужно добавить обязательно пользователя либо в пользователи, да, вот в эту группу, либо в опытные пользователи, что предпочтительно. В любом случае, не надо работать на компьютере с правами администратора, будучи в группе администраторы, да, тогда больше уязвимости, больше угроз. Не стоит так делать, лучше убрать себя оттуда. Ну что же, вот на этом наша миграция закончилась. В итоге все у нас перенеслось. Мы перенесли также закладки. Вот они, да. Восстановили их из того файлика, импортнули и настроили полностью компьютер, понаставили сюда разных программ необходимых. Тем самым настройка нашего ноутбука успешно закончена. Переходим к заключению. Ну что же, вот таким образом мне удалось настроить новый компьютер, перенести данные со старого
как вы видели, не все очень хорошо и успешно получается. Например, USMT я так не понял, как работает толком. Ну, он работает, это факт, и это более удобно, чем просто перетаскивать файлы. Как мы знаем, просто можно перенести папочки с десктоп на десктоп и их содержимое из изображения в изображение и так далее. Не забудьте обязательно перенести букмарки, то есть закладки, экспортнуть сначала в одном браузере, в другом импортнуть. Это многие забывают делать. Вообще говоря, описанная методика, показанная, дает в принципе стопроцентный результат. Все эти программы, которые я использовал, у них есть какие-то вариации, версии. Malwarebytes, например, не обязательно сразу ставить, вы можете оставить ее на случай вирусной атаки. Ну а все остальные, как видите, дают такой результат нормальный. И старый ноутбук я тоже прочищу, настрою и подготовлю к продаже. Спасибо вам, что смотрели. Оставляйте комментарии, наверняка они у вас возникли. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока!